Всех приветствую на канале. 5 невероятных фактов о Роналдо Зубастике. Луис Назарио де Лима или просто настоящий Роналдо – это не просто величайший игрок нулевых годов. Зубастик является еще и интересной личностью, достойной нескольких биографических книг. В этой статье мы расскажем о некоторых фактах из жизни бразильского нападающего, которые вас смогут удивить. Мало кто знает, что Роналдо в молодости выступал под именем Роналдиньо. Связано это с тем, что когда футболист пришел в сборную Бразилии, там уже был игрок с именем Рональдо, Большой Роналдо, поэтому Луиса Назарио назвали маленьким Роналдо, то есть Роналдиньо. Именно под этой фамилией форвард бегал на своих первых Олимпийских играх. Через несколько лет в сборную пришел тот самый Роналдиньо, который получил золотой мяч в 2005 году в составе Барселоны, а Роналдо вернул себе свое имя, отыграв с ним всю свою оставшуюся карьеру. Роналдо перешел из ПСВ в Барселону за рекордную тогда сумму. Сыграв за каталонский клуб всего сезон, Зубастик оставил о себе хорошее впечатление, наколотив 47 мячей в 49 матчах. По итогу бразилец получил самую престижную индивидуальную футбольную награду «Золотой мяч». На тот момент ему был всего 21 год, и он стал самым молодым обладателем этого трофея. Рекорд Роналдо держится до сих пор. Только Майкл Оуэн в 2001 году был близок к повторению достижения феномена. Феноменом Роналдо начали называть после знаменитого на весь мир финала Кубка УЕФА 1998 года, который стал худшим в карьере. Алессандро Несты. В том матче сошлись лучший молодой нападающий с лучшим защитником планеты. Все ожидали от этих игроков яростного противостояния, однако после матча сомнений о победителе не было ни у кого. Игра футболистов Лацио оказалась легкой прогулкой для Роналдо. Неста после некоторых финтов бразильца оставался на пятой точке. Именно тогда стало понятно, насколько был хорош Зубастик. Иногда бразильский нападающий был настолько феноменален, что ему аплодировали даже болельщики соперников. 23 апреля 2003 года Олд Траффорд стал свидетелем европейской классики. Красные дьяволы в четвертьфинале Лиги чемпионов принимали дома Реал Мадрид, потерпев в первом матче поражение 1-3. Бекхэм, Нистелрой и Сульшер делали в ответном матче все, чтобы пройти дальше. Однако даже эта фантастическая тройка не смогла противостоять бразильскому гению. Зубастик забил хозяевам 3 отличных мяча, оформив тем самым один из лучших хэт-триков в истории Лиги чемпионов. Вместо ненависти и свиста в свою сторону, бразилец получил овации всего стадиона. Английская публика стоя провожала игрока соперников, который не пустил Манчестер Юнайтед в следующий раунд. Удивительно, что Роналдо никогда не получал подобного рода оваций на Сантьяго-Бернабеу. Бразилец наколотил в составе сливочных 104 гола в 177 матчах, но фанаты королевского клуба все равно постоянно критиковали нападающего. Они постоянно насмехались над его проблемой с лишним весом и обвиняли Роналдо в недостаточной самоотдаче. Зубастик позже признается, что никогда не чувствовал любви от болельщиков Мадрида и до сих пор не понимает почему. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.